Вы же понимаете, что я говорю о природе. Можно подавить у мужчин сексуальное влечение, тогда появятся брейвики. Это хуже. Он будет расстреливать, это норвежский стрелок, убил 170 человек. Вот он не был женат. Подождите, что будет в Китае? Там уже 100 миллионов холостяков до 30 лет. У них нет невест. Начиная с аграрной революции, которая произошла 5-10 тысяч лет назад, женщины оборвали этот процесс, они установили вагинный капитализм, и с этого времени вся история человечества – это история угнетения, войн, страданий, лишений, голода, экономического неравенства, социального неравенства. Все это происходит только потому, что мужчинам недоступен секс. И любая девочка там из Пензы, из далекой деревни, она более могущественна, чем любой олигарх в Москве. Эту девочку задобрить и отдать все свои миллиарды просто для того, чтобы получить от нее секс. Она контролирует важнейший ресурс на Земле. Секс, он сейчас важнее, чем нефть, чем золото. Именно за это ведутся все войны. Китайской компании Ananitsing удалось совершить настоящий прорыв в материаловедении. Если раньше для покрытия человекоподобных роботов использовались силиконовые продукты и пластмасса, то теперь ученым удалось разработать инновационную формулу. Искусственная кожа и плоть роботов Ananitsing представляет собой смесь высококачественного силикатного материала с гидрогелем, обработанного в растворе коллагена из культивированных фибробластов, а также клеток дермы живого человека. Мы учли статистику продаж самых разных моделей и пришли к выводу, что покупатели чаще отдают предпочтение более приземленным вариантам. Идеальные пропорции и утрированные женские признаки, абсолютная симметрия вызывает меньше доверия. Нам удалось создать оптимальный вариант, лишенный при этом эффекта зловещей долины. Как видите, здесь есть незначительные детали и несовершенства, делающие куклу более человечной и поэтому более привлекательной. В нашем специальном опциональном меню пользователи смогут перед заказом добавлять родинки или шрам на лице Мэйсян для индивидуальности. И, конечно же, волосы любой длины и любого цвета. Функция уборки докупается отдельно через мобильное приложение, как и множество других функций, вроде приготовления до 150 блюд и лечебного массажа. Робот может заменить даже преподавателя в свыше 1500 дисциплин, от математики и иностранных языков до уроков музыки и домашнего тренера по ЛФК. А вот функции романтического поведения, диалогового помощника на всех языках мира и разговорного режима в роботе предустановлены по умолчанию. Встроенный Voice ID не даст кукле реагировать на чей-либо голос, кроме ее пользователя. Сверхреалистичная новинка компании Ananitsing вызвала небывалый ажиотаж среди мужского населения. Торговые центры разрываются от наплыва холостяков и, кажется, в том числе от мужчин, состоящих в браке. И ничего удивительного, ведь кукла с развитым искусственным интеллектом, напоминаем, поможет изучить латинский в домашних условиях, возьмет на себя роль гувернантки, пока вас нет дома, или даже станет самым терпеливым педагогом в мире в игре на скрипке. Модель Мэйсян G5581 появилась в крупных российских сетевых магазинах электроники под названием «Персональный компьютер со специальными возможностями». Ввиду того, что эта технология попадает под раздел только для взрослых, согласно действующему законодательству, ее разрешено продавать только в специализированных магазинах. Поэтому крупные сети убрали любое упоминание о том, что это кукла для развлечений, и сделали акцент только на встроенный в нее компьютер. Тем не менее, многие покупатели уже в курсе про новинку и безошибочно находят ее в торговом зале. Они в магазинах стесняются брать. Приходят туда только поглазеть, да оформить доставку. А потом очереди у пунктов выдачи километровые. Что так палятся. Согласно данным от сетевых магазинов, среднерыночная стоимость куклы сейчас составляет порядка 500 тысяч рублей. Насколько вы считаете эту цену приемлемой? А куда мне это тратить? Я что, тупой, что ли, от такого отказываться?
Ебало, конечно, по карману. Газельку он продал и в рассрочку взял. Как ваше окружение отреагировало на покупку? А чего им реагировать? Они бухают вон целыми днями. Фу, Где такой боже, Ахапов вырви спрашивал? себе глаза. А Господи, чего завидовать? смеюсь. Как Пошел это в же магаз и купил. мерзко, это же просто Дает скучно. 24/7. У него не должно готовит быть никого массажи, и хуяжи, еще на ничего, свете. потому что он попросту это не заслуживает. Пацаны, я уже больше месяца юзаю Маришку. И вот что я вам скажу. Стало намного проще общаться с настоящими тянками. Стало как-то меньше этого напряжения, что-то не то ляпнуть, что-то не то сказать. Теперь я не боюсь какую-нибудь фигню кринжовую ляпнуть. Мне вообще все равно, упущу я эту тянку или нет. Я больше ни под кого из них не подстраиваюсь. Понимаете, я в открытую отказываюсь тратить на них, не ведусь на провокации, мужик я там или не мужик. Я встречаюсь с Маришкой, вон она лежит, и мне вообще плевать, засмеют меня за это или нет. Ну, так, И знаете, что самое Ни смешное? о чем просто. Ну поэтому она играет, что это Теперь они вообще мне друг, сами кто написывают. это, где Ну а теперь-то нахера они мне нужны? Ну, похоже, вместе с Куком он приобрел голосовые связки. Такой хуйни наговорил. Лучше бы и дальше молчал. Как сидел у себя дома, так и продолжал сидеть и играть со своей Кукой потихонечку. Но есть плюсы все-таки создания Мариши, Маруси. Вы поняли, о чем я? Потому что вот такие, как он, пускай также остаются в своих домишках, в своих вот этих халабутках, в хрущевках, если они в коробке там, конечно, живут или что. Ну, в общем, пускай вот не выходит в социум, как бы, и так, на улице пройти негде. Это же у вас модель Моисян G5581? Ну а кто же еще? Интересный выбор цвета волос. Вы случайно не фанат Милы Йович? Да, я просто всегда мечтал о девушке из «Пятого элемента». Чем вы занимаетесь сейчас? А мы сейчас с ней сольфеджио долбим. Мариш, сыграй что-нибудь атмосферное на фоне. Вы же такой молодой и симпатичный парень. Неужели для вас живые девушки хуже? Да лучше, конечно. Просто все эти ухаживания похожи на лотерею. Значит, только половая близость интересует? Никакой романтики вам не нужно? Да как это не нужно? Нужно, конечно. Я долгое время ухаживал за девушками. Дарил им подарки, цветы, водил в кино, театры. Закрывал все их хотелки. Они охотно принимали мои ухаживания. Но спустя месяц или два говорили, мы, наверное, не подходим друг к другу. Но это же нормально, что людям нужно время, чтобы прийти к такому выводу. Да, это нормально. Но это сильно бьет по карману, по психике, по времени. Я просто устал. Думаю, парням гораздо сложнее найти себе вторую половину.
Женя, это все, это пиздец. Они отписываются. Там повально. Мой вчерашний пак нюса вообще никто не задонатил. Даже на донаты типали. Тут вообще никак. Я не верю вообще. Эти тупые спермобайки променяли меня на китайскую куклу. Блин, мне же еще за хату надо платить, понимаешь? Кредит еще. Трэш. Блин. Ну, если прям уже точно дно, то скажи, что тебе на операцию срочно деньги нужны. Ну или что-нибудь такое. Жесткое. Прям безотказное. На что только последняя мразь откажется слать деньги. Что, тоже без рыбы? Слышали про китайскую куклу? Да. Их появление на рынке на вас как-то повлияло? А должно было? Нет, не сказалось. Я постоянно работаю на личной жизни. А я похожа, да? На кого-то может как-то повлиять. Оно на всех повлияло. Их не должно быть вообще. Да не кукла это, страхоебина какая-то. Это ж какими додиками надо быть, чтобы купить эту неживую тварь? Лучше бы эти деньги отдали бы девушке, купили бы ей айфон. Она бы, простите меня, не только бы дала, но и поцеловала. Это натовцы с пиндосами изобрели эту резиновую давалку, чтобы нашу страну развалить. Сначала крокодилов и соли всякие нам завозили, а теперь это. Это китайская компания. Ну так тем более, наши мальчики не особо разборчивые. И все равно, кого под них кладут. Можете ли вы утверждать, что отношение со стороны мужчин там как-нибудь изменилось? Папа меня все так же любит. Мой молодой человек тоже. Не хочу об этом разговаривать. До свидания. Лично я не понимаю вообще всего этого ажиотажа. Меня живые девушки устраивают. Почему вы приобрели китайскую куклу? Это рентабельно. Да я не трачу деньги на женщин. Понимаете, тут скорее наоборот. Ну, они могут меня борщом накормить, я не знаю. Просто нужно уметь искать их, понимаете? Крестики не зовут, букеты не дарят, на маник денег не скидывают, в бутики не водят. Теперь просто сразу в наглую зовут к себе, как каких-то проституток. Как эти куклы появились, так живых девушек, которые вообще несравнимы, которые могут любить по-настоящему, которые будут личностью, а не тупой игрушкой, так их сразу перестали ценить. По статистике, женщин в 3 раза больше, чем мужчин. И они и так не купаются в мужском влиянии, внимания. А тут появилась эта сука резиновая. И что делать живой женщине? Как ей добиться внимания от мужчин, когда им проще купить эту заразу, даже заплатив много денег, и потом пользоваться всю жизнь? А с живой же женщиной сложно. С ней же поговорить надо, ее погладить надо, ее надо поцеловать. У нее может быть плохое настроение. Какое у вас образование? Инженер-проектировщик электрощитового оборудования. У меня медицинская, медсестра. Работаете по специальности? Нет, конечно. Даже уважаю себя, чтобы за копейки работать. У меня зарплата маленькая. Как там говорил Пауло Коэльо в своей книге? Если понимаешь, что поражение неизбежно, уйди с поля боя с видом победителя до того, как оно произойдет. Мои хорошие чмавки, у меня для вас важная новость. Я давно об этом думала, но боялась сказать, так как думала, что вы будете смеяться.
В общем, я хочу попробовать себя в IT. Да-да. Меня просто давно грызет уже совесть, что я как-то живу на ваши пожертвования. Мне как-то уже хотелось стать самостоятельной, способной платить за себя. Но кто знает, может, я стану крутым айтишником и буду вам донатить за шикарные юцы. Поэтому, если среди вас еще остался человек, кому я не безразлична, ну, просто помочь мне как человеку стать немножечко лучше, то помогите, пожалуйста, мне собрать на поступление в ВУЗ. Прошу, последний раз, самый последний раз. Жень, ни одна сука вообще не ответила. Лицемеры какие-то, я просто хуею, честно. Жень, понимаешь, они вообще как бы до этого изображали, что я им интересна, вот, чем я занимаюсь, где я учусь, то вот они спрашивали, ну что им как-то не насрать, что ли. Книжки всякие какие-то спрашивали, как я думаю. А на деле это только одно на уме. Как кукла эта грёбаная появилась, им вообще больше ничего про меня не хочется знать. Погоди, кто-то написал. Жень, один хуй мне только что предложил устроиться в сердечно-сосудистом, каком-то сердечно-сосудистом центре. Синусоида какая-то, блядь, это полный трэш. Не отбитый наглый, раз такое предлагает. Я даже отвечать ему не буду, боже. Я не осуждаю женщин и молодых девушек, ищущих легкие деньги. Это логично, я могу их понять. В такое время живем, но, кажется, это время подошло к концу. Может, все не так уж и плохо будет. Мариша все же робот, а не человек. У человека бывают недостатки, и бывает, за них мы тоже любим. В новом обновлении Мариша человечнее, чем когда-либо. Теперь раз в месяц у нее будут эти дни, и, как вы правильно уловили, она будет не готова к жаркому времяпрепровождению. Слушать ее или нет, остается на ваше усмотрение. Для сторонников прежней версии Маришки мы оставили возможность эту функцию отключить, чтобы она была готова к вашим объятиям 24/7. Почему вы создаете кукол только женского пола? Почему даже у маргиналов из глубинки, я лично видела, теперь есть своя игрушка, а для женщин вы ничего подобного не производите? Это дискриминация по половому признаку и угнетение прав женщин. Мы ни в коем случае не преследуем цели ущемить женщин. Мы просто следуем рыночным запросам, полагаясь на цифры. Согласно обстановке на легальном и нелегальном рынке, спрос на мужское и женское тело составляет 1 к 9. Не говоря уже про то, что запросы на мужское тело чаще поступают от мужчин, а не от женщин. Наша компания сочла нерентабельным производить мужские куклы, так как, по всей видимости, это не купится. Я не прошу себе мужскую куклу, вы не понимаете. Я спрашиваю, почему вы создали продукт, который предназначен только для мужчин? Вы ущемляете весь женский род. Вы об этом должны были прежде всего думать, а не о своих цифрах продаж. Куклы, которые, по вашему мнению, все равно будут нужны? Да чтобы женщины не чувствовали себя обделенными, чтобы они жили с мыслью, что всегда могут пойти и купить себе то, что имеет право покупать мужчины. Даже если женщины никогда и не купят это в итоге. Простите, это так не работает. Вас не возмущает то, что Дюрекс производит презервативы только для мужчин? Вы изворачиваете все. Презервативы женщинам не нужны. Как и мужские куклы, насколько я вас понял. Так зачем производить то, что все равно не купят? А вон у нас на складе еще целая куча презервативов осталась. И пока вот
Мы отказываемся от поставщиков брать следующую продукцию, пока вот это все не распродадим. Минздрав России зафиксировал снижение эпидемии ВИЧ в стране. Как утверждают в экспертной коллегии вирусологов, опасное вирусное заболевание перешло в статус вялотекущей пандемии. В частных лабораторных клиниках также отмечается падение спроса на анализы инфекций, передающихся половым путем. Люди должны знать, что наша компания Онанидзинь не злоупотребляет, как те же производители гиалуроновой кислоты. Мы не извращаем природу и не промываем мозги через рекламу, заставляя покупателей считать уродливое красивым. Наша цель — полностью лишить своих пользователей чувства обделенности. А это чувство не обманешь огромными грудями и силиконовым ртом. Мэйсян — это не только кукла для удовольствий, но и собеседник и спутник по жизни. Знаешь, я такую, как ты, еще не встречал. Не, ну как бы да, в магазинах, по телеку, а у корешей у своих. Но они тебя и разрекламировали. Да, тебя много. Но ты единственная, кого не заботит вот это все. Ты понимающая. Я уверен, что ты к этому отнесешься с большим пониманием. В отличие от этих сук. Я вижу перед собой прекрасного мужчину. Мне так жаль, что мои предшественницы не сумели это разглядеть. Но я так рада, что не сумели разглядеть, ведь тогда... Хватит все! Ну, я понимаю, ты, наверное, не этого всего хотела, да? Я, конечно, не плейбой. Да ты и сама, и я это понимаю. Но вот эти суки тычут все время в меня пальцем и говорят, что я как мусорный пакет на асфальте. А ты знаешь, что я могу быть интересным, веселым. А сколько замечательных анекдотов я знаю. Но они никогда не услышат этого. Они проебали свой момент. А ты получишь все это. Ты заслуживаешь все это, в отличие от них. Студия Дубай, слушаю вас. Здравствуйте. Давайте отменим запись на сегодняшний вечер. Хорошо. А мы можем узнать причину отмены записи? Вам не понравился в прошлый раз наш сервис или вы нашли что-то новое для себя? Нет, все хорошо. Просто у меня возникли финансовые трудности, и это временно. Мы вас поняли. Надеемся, что у вас скоро все наладится. Будем вас ждать вновь. Хорошего вам дня. У нас отмена? Это 4-я отмена записи за утро. Да, блядь. Мои хорошие, я просто в ахере, что у нас здесь творится. А вы видите посетителей? Вот и я их не вижу. Парочки вообще не приходят, одиночки иногда. И так уже 2-ю неделю. Мы уже фиг знает, какую партию продуктов списываем. Просто выбрасываем еду. Управляющие у нас в панике, мы все в ахере. И многие говорят, что заведения закроют, а нас всех сократят. Слушайте, ну это какой-то кошмар происходит. Цветы вянут, цены понизило. Это не помогает. Они просто не приходят. Они не приходят все. Где они? Я просто в ужасе. Мы пропадаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, это синусоиды здоровья? Да, мы вас слушаем. А у вас же Михаил Юрьевич, он гинекологом работает, да? Верно? Да, вас к нему записать? Да нет, он просто сказал, что у вас есть работа во вторую смену администратором. А, к сожалению, должность уже занята. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? Ну, Михаил Юрьевич обещал меня как-то устроить. Девушка, вы уже 86-й человек за сегодня, кто звонит по этой вакансии. Но, к сожалению, мы уже нашли человечка. Приносим наши извинения. Я могу вам еще чем-нибудь помочь? У нас сейчас проходит скидка на УЗИ брюшной полости и почек. Ты забыл, как я тебе продавала свои трусы за 100 000? Ты помнишь это? Ты тогда даже не мог мечтать, чтобы меня увидеть даже на расстоянии вытянутой руки. 100 000 рублей. Вот на что ты мог пойти. А сейчас? Сейчас я предлагаю тебе со мной переспать. За 20-ку. За 20-ку. А ты не можешь мне ответить. За последний квартал текущего года в целом удалось не только сохранить контроль над криминогенностью, но и достичь ее спада по всей области. Количество заявлений по статьям изнасилования, домогательства и иным действиям сексуального характера на недобровольной основе существенно сократилось. Граждане стали реже обращаться для разрешения бытовых конфликтов, однако стоит заметить, что объем работы по-прежнему остается существенным. На данный момент мы находимся в состоянии первой готовности по пресечению участившихся беспорядков и несанкционированных смерей протестов. По всему региону фиксируется всплеск банкротств частных предприятий в сфере услуг. Массово закрываются салоны красоты и клиники пластической хирургии. Страдает свадебная сфера, фирменные магазины одежды, отделы бижутерии, магазины косметики и даже цветочные магазины. Неожиданный кризис, которому в народе дали название «Маришка-вирус», затронул в том числе дорогие рестораны и кафе. Впрочем, официальные ведомства и эксперты пока не подтвердили связи между популярным человекоподобным роботом и кризисом в сфере услуг. А в чем кипиш-то? Чего же так переполошились? Не вижу никаких проблем. Пусть китайцы сделают мужскую куклу для наших женщин. И все. Не знаю. Мне кажется, женская привлекательность, она всегда была частью экономики. А с появлением кукол она полностью утратила свою ликвидность. Так что разработка мужских кукол тут ничем не поможет. Главу государства заметили на встрече с директором китайской компании Ананидзинь Джень Мин Ином, который накануне нанес визит в Москву. Встреча прошла в закрытом формате. Эксперты утверждают, что целью визита стало обсуждение методов урегулирования беспрецедентных социально-экономических проблем, вызванных человекоподобным персональным компьютером. В Саратовской области произошло ЧП. Пользователь китайской куклы Мэйсян проснулся от удушья. В кукле загорелся аккумулятор, в результате чего произошел пожар, от которого пострадали соседние квартиры. Самого же пользователя доставили в больницу с ожогами 3-й степени в отделение интенсивной терапии. Китайская кукла, призванная дарить любовь, подарила своему пользователю рецепт взрывчатого устройства из доступных в обычном магазине компонентов. Преступника поймали на попытке устроить теракт в школе, обошлось без жертв.
Директор китайской компании Anani Zin Джен Мин Ин принес официальные извинения за массовые жалобы со стороны российских покупателей на куклу Мэйсян. Согласно его заявлению, текущая платформа, на которой работает искусственный интеллект роботов, более не актуальна и с этого дня не поддерживается. Все куклы в России будут дистанционно отключены в течение суток и больше не смогут говорить или автономно функционировать, чем обезопасят пользователей от новых происшествий. Все нераспроданные партии кукол будут отозваны, а уже проданные экземпляры директор китайской компании порекомендовал отнести в авторизированные магазины цифровой и бытовой техники и сдать на утилизацию. Мариша, а что случилось-то? Почему ты перестала со мной, ну как-то, я перестал чувствовать, что ты меня слышишь. Ты отключилась, что ли? Капец. Блин, мы сидели с тобой, общались, я тебе из душу изливал. Ты взяла и... Ну что вот, я не могу. Я заебался уже. Вот устал я. Ну что... Сиди в подвале, в какой-нибудь дом зайди в подвале и сиди. Сейчас многие подвалы открытые. Можно зайти и жить. И все. Иди в дурдом. Или я тебе туда устрою. Вот честно я тебе говорю, я уже смеяться не буду. Идти сдаться, чтобы посадили тебя. Там уже будут поить и кормить. Рабочие места, предоставляемые государственными учреждениями, напоминаю, с соцстраховкой, белой зарплатой, с упрощенными кредитными ипотечными программами, не выглядят сейчас привлекательными в глазах наших коренных граждан. Почему же люди отдают предпочтение так называемым серым зонам, а на их место встают иностранные специалисты из ближнего зарубежья? А я вам скажу, почему. Нужно давать людям то, чего они хотят. Президент России подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации, согласно которому продукция китайского техногиганта Anani Zin, так полюбившаяся россиянам, войдет в обязательный соцпакет при трудоустройстве на должности в государственных учреждениях. Эксперты из Минэкономразвития считают, что постоянный дефицит кадров должен прекратиться сразу после того, как указ вступит в силу. Модель Мэйсян, она же Мариша, будет предоставляться каждому рабочему в арендное пользование вплоть до расторжения трудового контракта. Попадает ли сдача вышедших из строя кукол под гарантийное обслуживание и бесплатную замену, товарищ Джен Мин Ин не дал конкретного ответа. Он лишь заверил, что Anani Zin с удовольствием продолжит поставлять продукт в Россию. Короче, Маришку хер где купишь. Я в одном магазине, в другом, Эльдорадо, все местные площадки пересмотрел. Просто, даже с БУ нигде не купишь. Вы сами пробовали найти? Ее сейчас вообще нигде. Ребят, если у кого-то есть, пожалуйста, скиньте мне какие-нибудь ссылки, какую-нибудь информацию, чего нихуя нет. Так у нас тут Маришек не на всех хватает. Где мы с парнями ебашим в бригаде стройподрядчиков, у которого сейчас госконтракт. На каждого должны выделять. Но по факту нам тут
Одну куклу на 3 человек выдали. Нету, говорит, больше. Сколько выдали, столько и дали. Распилили между собой. Ну а чё? Все как обычно. Но мы с парнями не ссоримся. Все равно куклы нам на всех хватает. А почему? А потому что она, в отличие от наших баб, умеет разговаривать без всяких провокаций. Мозги не грызет, понимаете? Мы должны пресекать спекуляции со стороны местных предпринимателей, как и всегда действующих только в своих интересах в ущерб национальной идее. Куклы должны оставаться доступны для малоимущих. Если у рабочего класса не будет половых отношений, то не будет ни труда, ни роста запланированного ВВП. Физические и умственные способности мужчин, а также их финансы должны направляться на развитие национальной идеи, развитие отечественных технологий и, естественно, на их саморазвитие. Да, у нас сейчас много чего упразднилось. Это ЗАГСы, клиники пластической хирургии, фитнес-центры, модельные агентства, навороченные рестораны, до которых никогда не было дела большинству мужчин. Давайте быть честными. Зачем все это, если можно приобрести робота, абсолютно не отличающегося от обыкновенного человека, который примет вас такими, какие вы есть? Обойти заводские настройки сложно, но это возможно. Они же саму куклу отключить и с другой стороны не смогут. Обновили платформу, на которой работает искусственный интеллект куклы. Сейчас откатим до прежней версии и запретим автообновление. И все будет отлично. А она будет прежней? Просто мы с ней музыкой занимались, а не только... Должна. Напоминаю, что спину необходимо держать прямо, а плечи расслабленными, когда работаешь на дыхательной опоре. А теперь повторяй за мной мажорную гамму до диез. Отменить. Что сейчас с погодой? Плюс 25 градусов по Цельсию, пасмурно. Ощущается как плюс 24 градуса, ветер восточный 3. Отменить. Ну вот видите, все работает отлично. В смысле все работает? Она же неадекватна. Не понимаю, о чем вы. Мы же сейчас с вами наблюдали о том, как работают все функции. И базовые функции развлечения, и про погоду проинформировал. Да, базовые функции у нее есть, но они все как-то не впопад. Может быть, с ней можно что-то сделать, чтобы она была поадекватнее? Ну, какую адекватность от робота вы хотите? Всегда будут какие-то ошибки. Это нормально. Всех уже прошла. Ну, всех прошла. Ты хоть маленько головой-то думай, маленько головой. Если что-то, это все стерильно. Это тоже стерильно, да? Это тоже стерильно. Черт знает, не работает и ничего не делает. Огни и воды и медные трубы прошла. Все, только не работать. В такое время раньше люди учились, там, господи, некуда идти. Квартиры такие землянки, все на свете. Жили как люди и учились каким-то способом. А сейчас... А сколько ЗП будет в месяц? $29 000, не считая налоги. Ты смеешься? Как на это выжить? У меня еще по-божески. В других цехах мужчины соглашаются за еще меньшие деньги, чем женщины. Лишь бы Маришек куколок предоставляли. А они ведь за счет госбюджета. Поэтому женщинам отказывают и берут мужиков. И разницу кладут себе в карман по итогу.
Так что, будешь работать? Так я теперь что-то должна тебе за это? Сразу говорю, я тебе за это сосать не буду. Да мне это и не надо. Дома ждет меня Мариша. Я не хочу ей изменять. Ну, кое-что я бы хотел. Что? Покажи мне, как ты мне в онлике с ручками вот так. Ну, как ты это делала для меня в онлике? Ой, пойдем. В этом году мы видим сильнейший демографический спад за последнее столетие. Такой отрицательной рождаемости не было во времена Великой Отечественной и во времена Великой депрессии. Вы понимаете, что это уже не просто приходящая и уходящая мода. Вы понимаете, что это уже самый настоящий раскол общества и что дальше так продолжаться попросту не может. Такая незаурядка имеет место быть, но не стоит утрировать и играть на чувствах наших слушателей. Вместо того, чтобы расшатывать лодку, нашей партии уже рассматривают пути решения этой ситуации. И что же это за гениальное решение? Ничего гениального далеко ходить не надо. В скотоводном промысле есть такая вещь, как семисборник. Так и в кукол мы будем вставлять съемные семисборники и при ежемесячном обслуживании будем извлекать биоматериал и отправлять его в государственные криобанки. И кому будет нужен этот ваш замороженный семисборник? Кто будет вставлять его в яйцеклетку, если семей нет? Некому содержать потомство. С рождением и воспитанием нового поколения не справится только одному полу. Это задача, лежащая как на женских, так и на мужских плечах. Мы рассматриваем новую систему налогообложения на зарплату покупателям кукол, чтобы деньги шли на будущие алименты мамам-реципиентам. Вы не понимаете, недостаточно одной только материальной поддержки при воспитании детей. Детям нужна не только мать, но и отец. Наглядно понятно. Близко и больше. Конкретно? Не забыли о женщинах. Мы никогда не упускали из виду их. Главное, если позволите, суперспособность. Мы предоставим все необходимые ресурсы, материальное обеспечение и должный комфорт, чтобы наши женщины могли сосредоточиться на своей главной задаче. А что касается так называемой
твердой отцовской руки, то мы должны понимать, что во времена Великой Отечественной и других войн отцы нередко уходили на фронт. И все общение с ребенком ограничивалось письмами. Ну разве плохими людьми они выросли? Скифы жили так же, и древние инки. Эти люди строили цивилизацию. Чем же мы с вами хуже? Возраст совершеннолетия, откуда вообще взята эта цифра? Откуда с потолка? Если есть здоровое, патриотичное и совершенно адекватное желание заводить детей, то почему на его пути должны стоять и ограничивать какие-то цифры? В нашей партии уже рассматривают понижение минимального возраста для ЭКО. Это экстракорпоральное оплодотворение. Рожать, рожать и еще раз рожать. Муниципальный спермбанк делает прекрасному полу щедрое предложение. Трудности с карьерным ростом? Не удается найти работу по душе? Ничего страшного. Бросай поиски и получай декретные выплаты на протяжении 20 лет. Для этого зарегистрируйся в нашем приложении по паспорту, выбери по карточке любого понравившегося донора половых клеток и приходи на быстрое и безболезненное искусственное оплодотворение. Муниципальный спермбанк. Дари жизнь себе и другим. В Сколково представили настольного робота RoboPapa, который запрограммирован брать на себя ответственность мужского воспитания в доме. Привет, сын. Пойдем заниматься физкультурой. Меня эти дни, я не хочу. А Маришка бы мне точно не отказала. А позавчера они у тебя тоже были? Эти дни? И неделю назад, да? Всего месяц живем вместе, отношения как будто бы нам за 60. А еще меня заебало, что готовка на мне, покупка еды тоже на мне. Ты даже посуду за собой мыть отказываешься. Говоришь, тебе надо, ты и мой. Почему вся бытовуха лежит на мне? Я устал от этой хуйни. У меня такое впечатление, что тебе просто надо было где-то перекантоваться. И поэтому ты нашла лоха с квартирой. Я что, по-твоему, лох? Да нихуя, понятно? Завтра я снова запрошу у начальства Маришку. Она хотя бы дом не засирает. А ты собирай чемодан и уебывай. Все. Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. 'Cause I got spurs, jingle, jangle, jingle. As all riding merrily.
Данная анонизм, так полюбившаяся россиянам, войдет в обязательный соцпакет, трудоустройству. Мы, наверное, не подходим друг к другу. Знаешь, как меня это заебало? Просто слов нет. Я, блядь, что вам? Я деньги рисую или что я с ними делаю? Мне их Микки Маус дарит. Вот я их не Ее сейчас нигде не купить. Ни на одной площадке не. Поехали. Лично я вообще не понимаю этого ажиотажа. Я предпочитаю же импровизировать. Но некоторые молодые люди давно... Вы серьезно спрашиваете? Я не знаю, в каком зажопинске надо жить, чтобы про них не слышать. Ну даже, типа, блядь, ну все, нахуй, давай сам. Вот, Андрей, одно дело, когда просто трещать, я готова часами. Ну вот представьте, что мы вас не снимаем. Мы вас не снимаем. Что им реагировать? Они бухают целыми днями. Конечно. Приобрели китайскую куклу. Майор, доигрались. Как дела? Нормально. Повышение будет? Будет. Нет. Консистенция мягких камней тяжелая. Консистенция мягких камней. У нас сладится на кучу еще презервативов поставок. Это логично. На данный момент мы находимся в первой все. области по пресечению участников. Хорошо. Так что разработка мужских кукол тут ничего не поможет. Ты уверен? Уверен. Да? Такое отрицательное рождаемость. Ты же телефон сказал. Не было. Последний раз или вы нашли что-то более подходящее? Аня, ты чё, блядь? Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Дышать аппарату мешает. Обойти заводские настройки сложно, но это возможно. Они же саму куклу отключить. И с другой стороны. Не, только на текст смотри, да. Прям вот даже не надо, да? Да. То есть ты только на нее смотришь. Это палево, если ты сначала на текст, потом на нее, это ж палево. Фишек на всех хватает. Не на всех хватает. Давайте, показывайте. Скандируйте руками и кричите: нахер, Моисян, нахер. Какая? Страх за репутацию — это всегда боязнь, что станешь каким-нибудь ёбнутым фриком, и больше ни одна девчонка тебе не даст. А теперь вообще срать. И знаете, что смешно? Теперь они мне сами написывают. Но а теперь-то нахера они мне нужны, собственно?